Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы на канале Вязание. Сегодня в этом видео я покажу вам, как связать вот такого вот оленчика. Оленчика я назвала Шустрик, так как он у меня связался очень-очень быстро. Вот. Схемка на все детали будет в описании. Ну а на такие сложные моменты, как, например, связать рожки, как пришить детальки и также как вывязать мордочку, будет здесь видео пояснение. Я оставлю в описании как бы схему и тайм-код, где посмотреть какие-то сложные моменты. Также хочу сказать, что по этой схемке можно также связать бычка. Вот у меня есть вот такой вот набросок, так сказать. Если вы свяжете все детальки так же, как у оленя, только не будете вязать носик и свяжете вот такие вот рожки, вот такие вот маленькие палочки, то по такой же схеме у вас получится бычок. Я его еще, конечно, не собрала, но чтобы быстрее выпустить этот мастер-класс, покажу вам просто вот так вот. В общем, начинаем вязать. Сложные моменты я вам показываю в видео, а все остальное будет в описании. Думаю, без проблем свяжет как и новичок, так и тот, кто умеет вязать. Хочу рассказать по поводу ножек. Нужно связать 4 ножки, точнее 2 ручки, 2 ножки. Вы можете вязать либо просто по схеме, которая в описании, просто 4 одинаковые детали, либо можете сделать так, как я. Я нижние копытца связала на один ряд побольше, а верхние ручки на один ряд меньше вот этого коричневого. Вот. И еще хочу сказать по поводу вот этой вот закрытия. Если мы посмотрим на ножку, то вот у нас копытца вот так прямо, да, и закрытие у нас делается неровно. Но так как эта ножка не набивается, ее можно вот просто вот так вот поправить, и она будет смотреть ровненько. Вот. Ну, если вас это прям так сильно напрягает, то вы можете посмотреть, чтобы у вас прям там все ровненько было, провязать еще сколько вам нужно рядов, и тогда связать за 2 стеночки. Но я этого не делала, я просто провязала ряды, как они есть, просто немного вот так вот покрутила ножку, и она у меня как бы вот выровнялась. И стала вот просто как надо. Итак, теперь хочу показать, как вязать ножки. Вот мы связали 11 рядов тела и начинаем вязать 12 ряд. Начинаем ряд с вязания 24 столбиков. Вяжем 24 столбика. Раз, два, три, 21, 22, 23, 24. Так, провязали 24 столбика. Теперь будем вязать ножку. Располагаем копытца так, чтобы убавки смотрели вперед. Прикладываем ножку и вяжем за 2 стеночки. За стеночку ножки и за стеночку тела. Вот таким образом провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы ввязали ножку нашу. Вот такая вот получилась она. Теперь провязываем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь снова ввязываем ножку. Также 6 столбиками. Один, два, три, 4, 5, 6. Все, наши ножки ввязаны.
И дальше продолжаем вязать 24 столбика. Продолжаем вязание дальше по схеме. И таким же образом в 37 ряду мы будем вязывать ручки. Сейчас я довяжу эту детальку до ручек и покажу, как их вязать. Мы довязали 36 рядов, и теперь мы будем вязать 37 ряд, и в этом ряду будем вязывать ручки. Итак, вот у нас идет маркер. Провязываем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, провязали 6 столбиков. Теперь берем ручку, чтобы маркер смотрел на нас, и вот хвостик смотрел влево. Прикладываем ручку, захватываем петельки ручки и петельки тела. И провязываем 6 столбиков таким образом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот мы ввязали ручку. Теперь смотрите, вот здесь можно провязать 8 либо 9 столбиков. Вы смотрите по своему телу, чтобы у вас ручки были симметричны. Я просто вяжу эту уже вторую игрушку, и в одной игрушке мне понадобилось провязать 8 столбиков, а в другой 9. Поэтому вы сами смотрите, просто чтобы ручки были ровно. Провяжите здесь сколько нужно, и потом провяжите 6 столбиков по ручке. Ну и дальше будете вязать по схеме, которая в описании. Также прикладываем ручку, чтобы маркер смотрел на нас и хвостик смотрел влево. Так, в этом случае я провязала здесь 9. Ну и вроде бы все симметрично. Далее вяжем по схеме, и я покажу, как я пришиваю детальки. Хотя, думаю, если вы вяжете игрушку не первый раз, то вы прекрасно знаете, как что пришить. Теперь мы будем вязать рожки. Нужно связать 2 вот такие вот детальки рожек. Они вяжутся одинаково, просто одна пришивается вот так, а другая вот так. Теперь нам нужно связать 2 вот такие детальки. Вы их вяжете по схеме, которая дана в описании. Одна веточка у нас на 6 рядов и другая на 8. И сейчас я покажу, как их соединить. Делаем вот эту петельку побольше. Детальки можно немножко наполнить холофайбером. Итак, берем маленькую детальку, маленькую веточку, протыкаем в любом месте изнутри, вот так вот. Берем эту нашу петельку, которую мы вязали, и протягиваем сквозь этот столбик. Протянули, подтянули хорошо и соединили. Так, и теперь будем вязать за 2 детальки, соединять, как мы, например, вязываем ручки. Берем вот эти вот 2 детальки, провязываем, еще берем столбик и этот столбик провязываем, и 3 столбик также провязываем. Все, вот мы соединили наши рожки. Вот такие вот детальки получились. Теперь мы берем, ставим ниточку, либо маркер, как вам удобно. И здесь у нас будет начало нового ряда. И мы будем вязать 9 ряд. Начинаем вязать 9 ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5. И теперь делаем убавку, захватывая половинку петельки с этой веточки и половинку петельки вот с этой. Вот таким образом. Делаем как бы невидимую убавку, но захватываем петельки двух деталек. Так, провязываем. И вяжем далее. Тут немножко неудобно, потому что ниточки. Так, вяжем далее 1, 2, 3, 4. И вот сюда вот 5. Провязали 9 ряд. Я вот эти кончики сейчас внутрь спрячу, чтобы мне было удобнее вязать. Вяжем 10 ряд. В этом ряду мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков и делаем убавку. Я делаю вот такими вот невидимыми убавками, захватывая просто 2 полупетельки. Можно так пометить маркером, чтобы удобнее было. Следующий ряд, 11, мы вяжем просто 10 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь вяжем 12 ряд. Провязываем 1 столбик. Далее делаем 2 убавки. Убавки я делаю вот такие вот незаметные. Так, 1. Вторая. Далее вяжем 2 столбика. 1, 2. Провязываем 2 прибавки. 1, 2. И последний вяжем столбик. Провязали 12 ряд. Теперь вяжем 13 ряд. Делаем 2 убавки. 1, 2. Провязываем 2 столбика. 1, 2. Далее делаем прибавку. Вяжем 1 столбик. Снова прибавка. И провязываем последний столбик. Теперь вяжем 14 ряд. Он будет у нас последний. Делаем 2 убавки. 1, 2. Вяжем 2 столбика. 1,
2. Делаем 2 прибавочки. 1, 2. И провязываем 2 столбика. Все, рожек мы связали. Теперь следующую закрепляем ниточку и оставляем ниточку для пришивания рога. Связали вот такой вот рожек, немного его набила. Вот, и вяжем теперь второй точно так же. Еще раз напомню, просто один будем пришивать в эту сторону, а другой в эту. Вот, а вяжутся не одинаково. Теперь я хочу показать, как я заканчиваю вязать ушко. А вот мы связали все 11 рядов ушка, и теперь вяжем за 2 стеночки. За 2 стеночки нам надо провязать 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь смотрите, вот это у нас лицо, а вот это вот изнанка. Итак, берем теперь, складываем изнаночкой, протыкаем первую вот эту вот петельку и вытягиваем петельку, которую мы вяжем. Делаем соединительный столбик и теперь вяжем 4 столбика за обе стенки. 1, 2, 3, 4. Вот такое ушко у нас получается. Закрепляем ниточку и оставляем длинный кончик для пришивания. Также аналогично вяжем второе ушко. Итак, прежде чем вязать голову, нам нужно подготовить глазки. Глазки у меня 8 миллиметров. И вот этот белый фетр я вырезала, ну, не совсем, видите, ровно. В общем, так вырезала на глаз, и он у меня примерно 13, где-то 14 миллиметров. Ну да, где-то 14. Ну, смотрите, я протыкала его не в серединку глазик, а немножко вот сбоку, чтобы здесь было поменьше, а здесь побольше белочка. Чтобы получились вот такие вот глазки. Ну и, конечно же, заглушки. Теперь хочу показать, в каком ряду нужно вставлять глазки. Отсчитываем от макушечки 15 рядов. И между 15 и 16 рядами у нас здесь есть убавки. Точнее, прибавки, если вот так вот смотреть. Вот прибавочка. И вот. И я вот глазки вставляю именно вот эти, так сказать, отверстия. Возможно, вы вяжете галочками, либо у вас может быть какая-то другая вязка. Ну, в общем, тогда берете вот так вот, делите пополам голову, находите также 15-16 ряд и между ними вот вставляете глазки. Расстояние между глазками у меня здесь 4 столбика. Просто смотрите, чтобы ровненько было. Вот здесь как бы щечки. И вот мордашка здесь будет. Вот так вот получается вот такие вот глазенки. Смотрим, чтобы было ровненько. И закрепляем. Ну, я не буду показывать, как вязать голову. Я думаю, без проблем вы свяжете по схеме, которая в описании. Теперь хочу показать, как связать мордочку. Проще было бы, конечно, связать по схеме, но так как ее нужно рисовать, а это занимает намного больше времени, чем связать, поэтому я вам покажу так. Итак, набираем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. И со второй петельки мы вяжем прибавочку.
Делаем прибавку. Теперь вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И в последнюю петельку мы провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Итак, провязали мы 3 столбика в последнюю петельку и теперь вяжем 4 столбика по вот этой правой стороне. 1, 2, 3, 4. Теперь ставим маркер. Здесь у нас будет как бы начало ряда. Теперь вяжем 2 прибавки. Вот эту первую петельку сюда так неудобно вязать. Так. 1 прибавка. 2 прибавка. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3. В последние 3 вяжем 3 прибавки. 1, 2, 3. Теперь вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И в последнюю петельку делаем прибавку. Смотрите, если вдруг вам такое вязание слишком медленное или слишком быстрое, смотрите, в настройках есть такая шестеренка, и вы можете нажать на нее и либо уменьшить, либо увеличить скорость воспроизведения. И тогда вам будет показываться медленнее вот это вот вязание мое, либо наоборот быстрее, чтобы вам было удобнее вязать. Далее вяжем 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. Далее вяжем 3 столбика. Вот эти 3 прибавки мы вяжем 1 столбик, прибавка 3 раза. 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. Теперь по этой стороне мы вяжем 3 столбика. И теперь также 1 столбик, прибавка. Провязали. Следующий ряд вяжем 2 столбика, прибавка. Еще раз. 1, 2, прибавка. Теперь вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И теперь по этой стороне также вяжем 2 столбика, прибавка 3 раза. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И делаем последнее, так сказать, прибавление. Вяжем 2 столбика и прибавка.
2 и прибавочка. У нас получается равномерно прибавляется. Здесь по 3 прибавочки и здесь 3, а между ними по 3 столбика вяжется. Теперь вяжем следующий ряд. И чтобы у нас вот эта мордочка не была прямоугольной, убавки мы делаем немножко по-другому. Чтобы у нас не было таких вот углов, мы вяжем 1 столбик, прибавка. Далее вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Делаем прибавку. Далее вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Делаем прибавку. 1, 2, 3. Делаем прибавку. Далее вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. И вяжем еще 2 столбика. Вот. Так у нас мордочка будет более круглая. Далее уже показывать не будем. Мы просто вяжем 3 ряда по кругу без изменений, без прибавлений. Просто вот так вот по кругу 3 рядочка. И у нас получится мордочка. Вот такая мордочка у нас получается. Далее вяжете носик по схемке. Там все очень просто. И будет вот такая вот у нас мордашка. Так. Итак, приступим к сборке оленя. В общем, располагаем мордочку так, как хотелось, чтобы она была. И закалываем с 4 сторон. Все прикололи, и вот теперь пришиваем. Смотрите, когда уже дошили практически до края, остается здесь вот небольшая дырочка, нужно в мордочку добавить холофайбера. Все, готово. Теперь будем пришивать ушки. Ушки я пришиваю, вот отсчитываю от фетра 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот так вот сюда прикалываю. Здесь тоже отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. И на 8 вот этот вот рядочек я буду пришивать ушко. Здесь делаем аналогично, отступаем от фетра 7 столбиков. И вот от серединки тоже 7 столбиков. Ну, 7 рядочков. Здесь столбиков, здесь рядочков получается. Отступаем по 7. И вот таким образом пришиваем. Ну вот мы пришили наши ушки. Теперь будем пришивать рожки. Рожки, смотрите, как вам больше нравится. Ну, можно расположить на свое усмотрение. Просто приставляете. Я буду пришивать рожки на 3, 4 и 5 ряду. Вот. Сейчас отсчитаю 1, 2, 3. Вот отсчитаю 1, 2, 3. И вот на этом уровне буду пришивать вот здесь вот так рожки. 1 и 2. Пришиваем рожки сами. Я думаю, это не составит проблемы. И вот сюда вот пришиваем носик. Оформляем дальше мордочку. На свое усмотрение можете вышить здесь бровки, например. Либо, если это у вас будет олень-девочка, можете ей реснички вышить.
В общем, оформляем, как вам нравится. Ну что, вот я пришила все детальки. Вот такой вот оленчик у нас получился с вами. Осталось только связать ему шарфик. Ну, смотрите на свое усмотрение, как вам больше нравится. И связать вот такие вот помпончики. Это просто шарик на 18 столбиков из Alize Softy. Либо можете сделать как бы помпончик просто из пряжи. В общем, вот такая вот красота. Вяжите с удовольствием. Ставьте лайк, кому понравился этот мастер-класс. И всем пока!